Есть у нас такой рейтинг, финтех-рейтинг Findexable, и в 2021 году Казахстан занимал 66-е место в регионе Азия-Пасифик и 86-е место в глобальном рейтинге. Вот, насколько, Михаил, у меня вот как бы к вам вопрос, насколько вы оцениваете эти данные корректными, да, потому что все-таки мы вот с Кристиной немножко поговорили в кулуарах о том, что Виза тоже ставит под сомнение такую позицию нашу, да, именно в части финтех. Вот, скажите, пожалуйста, как вы думаете, что нам нужно все-таки, чтобы мы вышли в топ-30 стран по финтех? Всем добрый день. Ну, я бы разбил вопрос на две части. Один вопрос это, как бы, ну, в принципе, что продолжать делать. А второй вопрос это, что делать с этим дурацким рейтингом. Вот. Что касается, что делать, то мне кажется, что, ну, Казахстан за последние несколько лет показывает просто феноменальные результаты цифровизации. И это же не просто слова. Ну, я даже не знаю, как задать вопрос ребятам в аудитории. Поднимите руку, кто согласен, что в Казахстане высокий уровень цифровизации. Можете похлопать, что было громче, можете не стесняться. Посмотрите с точки зрения, ну, текущих результатов, там, уровень проникновения безналичных платежей, уровень проникновения государственных услуг. Некоторые уникальные сервисы, которые есть сейчас в стране, можно документы иметь в мобильном приложении, в цифровом формате. Можно переоформить автомобиль за чашкой кофе или чая вечером. Можно зарегистрировать бизнес ИП полностью онлайн. И сейчас там 2 из 3 бизнесов регистрируются полностью онлайн. Можно налоги оплачивать онлайн, получать самые различные справки. И все это сделано там буквально за несколько лет, потому что было желание государства сделать услуги как можно более доступными для рядовых граждан. И были частные компании, бизнесы, которые готовы были предоставлять свои технологии и платформы для того, чтобы это реализовать. То есть, я не знаю, но очень мало стран, в которых это все можно сделать. Там, кроме того, что мы сами это видим, гости приезжают в Казахстан. Ну, там, я не знаю, люди в обморок падают, когда можно именную карту за 45 секунд распечатать. Ну, такого вообще нигде в мире нету. И наоборот, когда наши любимые клиенты уезжают за пределы Казахстана, потом пишут нам сообщения, ну, ребят, ну, могли вы бы что-то сделать? Может, уже пора как бы выйти за пределы Казахстана, потому что такое ощущение, что мы попали в прошлый век. Когда вот такими сравнениями думаешь, ну, то совершенно точно Казахстан на правильной траектории, и все, что надо сделать, это вот эту все равно молодую индустрию, вокруг нее сейчас есть единороги, как Каспий, там, но в то же самое время огромное количество малых компаний, стартапов создается. Вот это сейчас надо все поддерживать инфраструктуру, воспитывать таланты. В среднесрочной перспективе есть на это спрос, и, соответственно, эти компании будут продолжать развиваться. А в долгосрочной самая большая инвестиция, которую можно вообще в жизни сделать, это образование. И если в образование будут продолжаться делаться инвестиции, особенно в образование технологических специалистов, то это даст вообще самый большой результат. Ну, а компании, как мы, могут инвестировать сегодня и сейчас уже в людей для того, чтобы сегодня создавать продукты и не терять время. Но для нации важно, чтобы было как можно больше разработчиков, айтишников, которые будут создавать ценности для всей страны. То есть это что касается, что можно делать. Теперь, что касается отчета. Ну, мне кажется, как бы отчет не совсем соответствует реальности. И если мы себе все поставим целью, что мы должны быть как бы на ведущих позициях. Ну, Тим Дрейпер – это один из самых известных венчурных капиталистов в Силиконовой долине. Он стоял у истоков Силиконовой долины. Он приезжал в Казахстан 6 лет назад. И он сейчас приехал на Digital Forum. Ну, первое, что он сказал, что я в шоке, просто в Казахстане такие изменения, что вы даже опередили США. Ну,
Наверное, как бы это, когда уже человек, который как фотографию увидел 6 лет назад и сегодня, и имеет такое экспертное мнение. Я думаю, что все, что мы делаем и делаем вместе, это правильно. Если мы хотим быть в отчетах, в рейтингах на первом месте, я вот предлагаю просто всем компаниям, Каспи, там, Freedom, все инновационные компании, пусть скинутся со стороны государства. Давайте создадим рабочую группу и прям, короче, сделаем список этих рейтингов. И скажем, куда надо предоставить какую информацию, с кем нужно сделать интервью. Вот я этот отчет почитал, там в интервью, я не знаю, ну, все, кроме кого-то с Казахстана. То есть нас нету ни одного. Ну как они могут рейтинг сделать, не спросив нас вообще ничего? Не спрашивали. А? Ваши внутренние ощущения, на каком мы месте все-таки в глобальном? Мое рейтинге? внутреннее ощущение? Да. Ну, мое внутреннее ощущение, я езжу по всему миру, потому что мы общаемся со всеми инвесторами. И учитывая, что все даже, я не знаю, даже государственные структуры Эстонии просят, чтобы может ли Каспий прийти в Эстонию, помочь им сделать госуслуги удобнее, чем они сейчас. Вот поэтому я считаю, что Казахстан, в общем, однозначно лидер, и он и будет укреплять свои позиции в случае, если будет продолжать инвестировать в технологии. А нам, я предлагаю, вот давайте вот Казпочта, мы, Министерство цифровизации, давайте сделаем рабочую группу и скажем, наша цель, короче, в следующем году мы должны быть там топ в рейтингах всех, которые касаются цифровизации. Я гарантирую, давайте, я готов поспорить на что угодно, что мы этого достигнем. Спасибо.